Demon Tower — это мини-игра, которую Мэй закачивает себе на ноутбук под конец второго дня после возвращения в Possum Springs. Большая часть людей запустили эту игрушку, умерли пару раз, закрыли и пошли дальше бить лампочки за Снэк Falcon. Ну а истинные ценители рогаликоподобных игр смогли допройти ДТ до конца и неплохо так ее оценили. Как отдельная игра, она довольно маленькая в плане контента, но именно это позволило создать новую отрасль в комьюнити Night in the Woods — спидраны Demon Tower. Они стали востребованнее спидранов оригинальной игры, ну и банально интересней. Я посчитал это действие достаточно крутым, чтобы рассказать о нем вам, поэтому сегодня мы разберем забег длительностью в 7 минут 44 секунды одного из раннеров с ником Карл Герм. На данный момент Карл не занимает первое место в списке лидеров, однако именно он написал гайд по успешному забегу Башни Демонов. Этот гайд был переведен одним из моих подписчиков. Сам перевод был опубликован в паблике ВК по Demon Tower, ссылка на него есть в описании. Ну а я, собственно, воспользовался этим гайдом для понимания всего происходящего, ну и чтобы вам адекватно это дело объяснить. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем разбор скоростного забега Башни Демонов. Таймер начинает идти с момента нажатия кнопки Begin в меню игры. Как только наша кошечка просыпается, раннер сразу двигается в левый нижний угол рывками и находит там комнату с ключом, который нужен для открытия двери на выход из уровня. На каждый уровень у игры есть несколько заготовок, одну из которых она выбирает рандомно, поэтому генерация здесь не процедурная. Самое примечательное то, что в каждой заготовке расположение комнат с ключом и боссом одинаково, то есть вне зависимости от выбранного игрой шаблона уровня можно просто заучить, куда бежать. По пути Карл также убивает зеленого стража. Эти противники не представляют серьезной опасности во время обычного прохождения. Однако после поднятия ключа стражи становятся красными и появляются прямо у выхода с уровня. В таком виде они доставляют больше дискомфорта, поэтому уничтожить парочку таких по пути лишним не будет. После открытия двери мы встречаем первого босса, который умирает с одного удара и даже не атакует. Но и в такой простой схватке можно использовать трюк Win Skip. Если что, официальных названий у всех трюков нет, поэтому я сам решил дать им название. Суть трюка состоит в том, чтобы после победы над боссом сразу начать открывать дверь до выхода из уровня. Нужно встать рядом или получить урон. Необходимо это для пропуска анимации победы, во время которой главная героиня застывает на месте на несколько секунд, а это лишняя трата времени. Второй уровень проходится по той же логике, но теперь раннер использует новые трюки в боевке. Закрикивать удары в игре не получится, так как после двух взмахов клинка персонаж устает и замедляется, но вот уклонение каким-то образом это дело исправляет. Благодаря чему можно ударить 2 раза, сделать дэш и снова бить 2 раза, пока у вас не закончится стамина. Во время же битвы с Красным Стражем Карл применяет другой трюк, который я назвал Dash Attack. Для этого нужно рвануть в сторону врага и быстро нажать удар. Во время атаки бледнолицая, ну или бледномордая кошка, делает взмах мечом, и именно эта горстка пикселей наносит урон врагам. Соответственно, если использовать дэш, то вы будете как бы резать все на своем пути. К тому же во время самого уклонения вы не получаете урона, а значит трюк полезен и будет применяться на протяжении всего забега. Таким образом раннер доходит до босса Крампуса. Тактика на его уничтожение проста. Нужно рывком добраться до точки чуть выше и правее босса, подождать пока он пойдет в вашу сторону, сделать 2 атаки, а затем дэш вниз. И так продолжать, пока босс не умрет. Он не сможет нанести вам урон из-за вашей быстроты, так что для исполнения таких финтов требуется практика. Еще можно следить за здоровьем босса, чтобы решающий удар был нанесен возле двери. Помним зачем. На 3-м уровне нет ничего особенного, так что сразу перейдем к боссу. Пока он движется по линиям пентаграммы, ему нельзя нанести урон, но после 3 рывков босс останавливается. В этот момент необходимо подойти к нему и начать чередовать атаки и дэши так, чтобы они происходили почти одновременно. После получения урона босс телепортируется еще раз, и вы сможете его добить. Сделать это нелегко, но Карлу удается, правда можно было бы также специально получить урон перед последним ударом, чтобы сделать Win Skip. 4-й уровень тоже проходится нормально, пока раннер не добирается до вазы. Смотрите, в этой вазе гарантированно будет лежать розовый сгусток, точно не знаю как он называется. Он восстанавливает вам 1 хп, но мало кто знает, что еще и всю стамину он тоже восстанавливает. Это позволит раннеру использовать крутой трюк, который я назвал Triple Dash Run. Если вы не знали, с продвижением на новые уровни игра забирает у вас единицу хп, но дает взамен единицу стамины. Это немного изменяет геймплей.
А еще каждый раз, когда вы делаете несколько дэшей подряд, персонаж ускоряется сильнее. Как оказалось, всего 3 использованных за раз дэшей достаточно, чтобы летать на них почти до бесконечности. Сейчас раннер как раз потратил 3 дэша сразу, а затем восстановил запас подбором розового бонуса. Теперь ему нужно следить за скоростью, и когда ГГ начнет замедляться, нужно будет нажать дэш снова, дабы продолжить свой полет. Причем пока мы летим на набранной скорости, новые ячейки стамины могут восстановиться за это время. А это означает, что летать действительно можно почти до бесконечности. Этот трюк неплохо экономит время, плюсом вспоминаем, что во время уклонений вы неуязвимы. Так Карл добирается до босса уровня. Короля скелетов убить еще проще. Нужно встать поближе, отпугнуть тем самым его к стене, где можно с неимоверной скоростью закрикивать дэш и атаки, а затем достаточно убить скелетов, не забывая про винскип. Все тем же трипл дэш раном спидранер добирается до босса 5 уровня, которого побеждает тактикой дэш атак. Заострять особого внимания не будем. Следующий босс проходится так. Необходимо откинуть его и 5 призраков подальше. Призраков убить нельзя, еще и босс получает неуязвимость ненадолго после каждого вашего удара. Здесь нужно снова использовать дэш атак, но по таймингам. Когда у босса кончается неуязвимость, нужно словить ритм. На всякий случай в комнате есть несколько вас с хилками. 7 уровень также пролетается на трипл дэш ране, а его босс уничтожается почти как король скелетов. То есть приманиванием к стене и тотальному закликиванию. Разве что кровь, что оставляет босс, может вас дамажить, поэтому важно немного отходить в сторону и не закрыть этой кровью себе выход из уровня. Ух, 8 уровень. И его я проходил дольше всего. Эти ребята просто кошмар. Благо для раннера они не представляют особой угрозы, ведь он также забирает ключи и летит до босса. Для победы над ним нужно добежать до этого угла карты и встать по центру участка. Далее достаточно просто подождать, пока босс кинет в вас кинжал. Его можно либо отбить, либо дэшнуться через него, и может сделать удар по боссу. После чего вернуться на позицию. Для уворота от кинжала дэшиться можно даже в стену, к слову. К тому же, если вы стоите именно здесь, то босс может сам попасть в кровавую реку и задамажить себя. На 9 уровне босса нет, зато здесь есть много призраков и стражей, а у вас мало хп. Так что следует быть осторожней и все так же использовать трюк Triple Dash Run. Мне уже начинает казаться, что я действительно убогие названия для трюков придумал. На 10 уровне все просто. Раннер старается правильно расходовать стамину, чтобы добраться быстрее до выхода к финальному боссу. Естественно, игру для спидрана проходит на плохую концовку, так как хороший заставляет потратить лишнее время на запоминание пароля и получение ключа. Тем не менее, Карл доходит до кровавого вора, которого легким взмахом меча отпугивает ближе к стене и снова беспощадно уничтожает закликиванием дэша и атак у стены. После чего открывает дверь и завершает забег за 7 минут 44 секунды. Лично меня радует, что хоть и изредка, но про Demon Tower вспоминают, хотя бы в виде спидранов. Раннеров для этой игры немного, но они есть, а может с выходом этого видео именно вы сможете стать новым и поставить мировой рекорд. На момент создания ролика Карл уже не держит лидирующую позицию, а находится на 3-м месте. Лидирующие забеги относительно недавние, так что стремиться покорять рекорды есть куда. Оригинальный забег Карла вы можете найти в описании к видео. Там же можно найти ссылку на мой Бусти. Огромное спасибо всем моим платным подписчикам. Их ники и имена вы можете видеть на экране. Благодаря им это видео вообще вышло в свет. А также именно они выбрали, какой стиль повествования стоит использовать для создания данного ролика. Спасибо за просмотр. Пока.